Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. Здравствуйте. И сегодня у нас на обзоре будет накладка фирмы Inche Pluto Euro. Тестировать будем на модификации 1.8. Это максимальная модификация для данной накладки. Черного цвета она будет. Вот. Поставили мы его на основание Venus 12, это Kevlar Carbon, такой OFF. Вот. Мы тестировали это основание и как раз поставили эти шипы, и очень понравилось. То есть очень хороший эффект такой, сочетание контроля, ну и различных достоинств этой накладки. Если посмотреть на нее, то нельзя сказать, что это прямо такие классические короткие шипы. Я бы их отнес все-таки ближе к средним. Средние шипы без насечек, то есть насечек практически нет. Соответственно, сцеп эта накладка дает небольшой. То есть там в процессе игры я пытался подать подачу с нижним вращением, но не получается. Получается хорошая такая плоская, низкая подача. Ну, обо всем по порядку. Сразу скажу, что эта накладка, довольно поразила нас Сергеем. Ну, я-то давно там изучаю шипы, но Сергей был тоже впечатлен ее способностями, что ли, назовем это так. Но начинаем с подрезок. Начнем? Смотрим. Сергей, что скажешь, что там летело от меня, какая подрезка? Да, летит такая довольно быстрая подрезка со слабым вращением, и это будет путать соперников. Потому что если не увидеть этого, оставить подрезкой, получается высокий мяч, и тут уже широкий спектр вариаций для атаки возникает. Также я отмечу скорость, довольно так быстровато летит, сочетание еще с основанием оффовским. Конечно, важен угол обработки, потому что если классически обрабатывать, мяч завышается, это при должной тренировке можно добиться. Отмечу также короткую игру, легко укорачивать, очень хороший такой контроль у этих шипов. И укорачивайте, соответственно, чистый плоский мяч, который дальше укоротить проблематично, а если соперник выйдет в слабую атаку, то можно уже дальше то ли контратаковать, переводить и так далее. Все это мы посмотрим. Переходим дальше на накат. Посмотрим, как ведет себя при накатах справа и слева. Пробуем. Поиграли накат. Сразу отмечу такую особенность, что этими шипами надо стараться не подкручивать мяч, а все бить. Тогда мяч летит очень контрольно. И справа, и слева подбиваете мяч. Сейчас Сергей поделится своими впечатлениями, но я скажу, что мячи летят по очень низкой траектории. И я прямо вижу, что летит такой плоский мяч, прямо надпись туда, на ту половину. И, соответственно, соперник, чтобы принять этот мяч, будет немножко подкручивать. И небольшая коррекция угла, и снова направлять мяч вперед, и все попадает. И справа, и слева. В целом довольно хороший контроль. Сергей, что там у тебя Да, мячи было? летят очень неприятные, такие, знаете, как то, что называется планирующие, плоские, по низкой траектории. И да, их приходится подкручивать, потому что если просто сыграть ее вперед, то мяч упадет в сетку и все. Поэтому я думаю,
классическим нападающим будет очень неприятно играть по этим. Ну или накладкам. игрокам, которые, допустим, проповедуют с какой-нибудь с одной стороны или с другой плоскую игру, смело можете туда направлять свои атаки и будут большие сложности. Потому что в любом случае надо или открывать ракетку, или подкручивать. Ну а сейчас перейдем на блоки и контрудары. Посмотрим, как поведет себя Плуто в этих элементах. Поехали. Смотрим. Сразу отмечу блоки. Именно здесь было наше такое сильное удивление, потому что очень хороший контроль. Справа, слева, просто направляйте вперед, и мяч попадает в стол. Сергей там варьировал вращение и усиливал все. Просто направляете, мяч все попадает. И причем попадает он по таким низким траекториям, то короче, то длиннее. Да, Сергей, что там с блоками? Я вижу, было непросто тебе. Да, ну очень непросто вращать, потому что вы придаете все время разное вращение. А поскольку накладка имеет слабый сцеп, вам оно возвращается, вам приходится на него реагировать. И иногда разные зоны, иногда короче, длиннее, и за счет этого собираются ошибки. Контрудары. Здесь отмечу тоже, главное это удар. То есть подбивать мяч вперед, просто направлять. Напоминает мне как удар кием, вот вперед направить, и мяч хорошо ложится в стол. Слева, конечно, чуть сложнее, потому что здесь надо чуть жестче держать кисть, а для удара надо ее расслабить. И вот это двоякое впечатление. Вот. Но для тех, кто играет шипами, вот этот переход будет легче. Сергей, вообще как там контрудар? Да, ну сразу обратил внимание на высокую стабильность игры контрударом. Практически не было ошибок. И я думаю, что это одна из особенностей этой накладки. Сейчас мы попробуем, наоборот, пассивные удары, потому что очень хороший контроль, и порой, подбивая мяч, отогнали соперника от стола, а здесь раз укоротили, разорвав зону. Соперник подбегает, завышает, и вы снова наносите удар. Возможно ли играть таким образом, сейчас мы вам покажем. Смотрим. Ну, неплохая такая связочка, знаете, приходится побегать. Да, и смотрите, укоротили, соперник подбежал, слабо сделал, вы можете сразу контратаковать. Но соперник может срезать мяч.
Также. И, соответственно, любопытно посмотреть начало по подрезке. И справа, и слева. Каким образом шипами Плутон начинают по подрезке. Смотрим. Начало по подрезке. Это тоже вызвало на Сергеем большое удивление. Ключевым является снова удар. Не надо ничего подкручивать, а открывайте угол ракетки, если справа, так же самое и слева, и просто наносите удар вперед. Я не хочу попадать, а он попадает. Что ты скажешь, Сергей? Что летит? Да, ну начало подрезки меня просто очень удивило, потому что, да, поначалу Максим пытался подкручивать, у него не получалось, а потом он просто начал открытой ракеткой бить, и там я даю уже вроде бы довольно низкую подрезку, а мяч все равно попадает и очень быстро летит. Это атака, ее не так просто среагировать на нее. А Да. если еще учесть, что мяч плоский, его еще нужно не то что успеть, а еще и успеть подыграть вращением, то вообще очень большие сложности у соперников. То есть, соответственно, можно вполне переходить на короткие подачи, вынуждать соперника срезать и играть первым номером, что так довольно удивительно этими шипами. Подведем итоги. Первоначально я считал, что вот, наконец-то появилась накладка, которая приведет к тому, что человек-блок победит всех тех, кто вращает. Но в процессе игры я понял, что не только для блоков. Конечно же, блоки просто невероятны этой накладки. Не только просто, как бы можно там тыкнуть, укоротить, перевести, но великолепный первый ход. Очень мощно, очень сильно. Хорошая контр-игра. Просто направляйте вперед, и благодаря губке и сочетанию с такими шипами, этими насечками, мяч ложится хорошо на как бы сторону соперника. Соответственно, кто любит яркую атаку, эти шипы подойдут. Оборону с контр-игрой тоже подойдут. Сергей, ты что скажешь? Как тебе вообще? Для кого это накладка, шипы? Ну, может быть, ты и прав. Может быть, ты и прав. Но я считаю, что вы сами видели все элементы, которые я делал. Где-то, если вам понравилось и вы чувствуете, что это ваше, попробуйте. Поверьте мне, очень удивитесь, как и мы с Сергеем. Вот. Такое ощущение, что Сергей до сих пор не может отойти от эффектов этих шипов. Ну что, на этом все. С вами были Сергей Барановский и Максим Черепнин. До новых встреч. Увидимся. Я же все пишу, наизусть знаю. Не понимаю, что было?
Дурака, да?